треснул рычаг. Колесо заклинило. Ты же сейчас ничего, по сути, ты до гаража даже не доедешь на таком. Ну. О! Посмотри, как обломал. Ой, что туда загнуло, блядь. Это от диска? Пиздец. Ну, друзья, и на этом вы проект можете считать законченным. Короче, вот с чего начался мой день. Смотрите на глаз. Я не спал из этого ебучего говна, из этой машины. Начался он с того, что я начал побираться по родным. Вот это я одолжил у бабушки, спасибо ей. Вот это у меня было мои накопления. Это мне одолжил дядя, спасибо ему. Не выспался, дождь. Утрата координации движения. Апатия кидает в сторону. Бля, да сколько можно вообще? Это все из-за какой-то машины, приколите. Это все из-за машины. Я даже не спал, пацаны. Я просто не мог. Постоянно в мыслях каких-то был. Вот точно такое же стоит. Корыца тут. Вот назад немножко подъедьте. Видите, зеленый Мерседес стоит? Пока не вижу. Ну вот, вот я иду. Вот подбитая ракета. Да, видок, конечно, у него так себе. О, уже бампером, бля. Пиздец моему бамперу, блядь. Да. Да, здравствуйте. Если помните по поводу Мерседеса, я к вам еду уже очень близко. О, так это Fiat Jeep, это ж... Они умеют Мерседесы чинить? Говно какое-то продается, 2-литровая дизельная, за больше чем 30 с чем-то тысяч евро. Я так понимаю, что не продается, потому что еще в Минске я ни одной такой инсигнии не видел. Мапка. Германия пишет. Самый дешевый, не может быть немецкий, чуваки. Но пишет, что Германия. Вот я его распаковываю и вам показываю. Вот, хочу обратить ваше внимание, как он тут сварен. Это просто пиздец. Моя бы бабушка, и то лучше бы швы сделала сварочные. Вы посмотрите, какой ебаный пиздец. Или они тут герметиком промазаны каким-то. Нет, это не герметик, это сварочные швы. Но это немецкий не может так, понимаете, выглядеть. Вообще никогда в жизни. Вот, и я купил еще мовиль. Сейчас я это прямо промовилю тут. И все, и въебем его, короче, чтобы он никогда в жизни не сгнил. Алло! Алло, по Мерседесу. Шаровая разбита просто. Я тоже не разобрался. Разбита шаровая просто. Сразу ее заменить, она все равно снята. Я понял, хорошо. Да, что? Угу. Итак, столица, центр города. Я начинаю мовилить рычаг. Во все полости загоняю это дерьмище. Вот они тут как раз таки есть. Чтобы это все потом не выгнило еще раз. Хватит, думаю, на лет 5 так точно. Рычаг забрал вот кусок своей шаровой с куском рычага. Видите? Красота, да? Вот оно вот так вот все прогнивает. Поэтому промовильте на всякий случай, что-нибудь залейте в него. Это было оригинальное. Прямо прямиком из 87-го года какого-то, блядь. Шаровая была в Фэбе. Долго не проходила. Ну как долго? 2 года ходила. Ну шаровый конец уже. Наши наклеечки отправляются нашим победителям, которые победили в прошлом видео. И письма отправляются
Марченко Сергею на Украину, Ивано-Франковск. Баранникому Петру Станиславовичу в Астраханскую область. Наши люди везде. Руфат Саттаров, Азербайджан, Баку. В солнечный Баку полетит. В Гродненскую область, город Лида, это наш земляк Хадыка Артур. Также Петру Сашкову, Болгария. О, конечно же, Пьянковскому Алексею Анатольевичу, Петрозаводск, Республика Карелия. Извиняюсь, у меня уже язык просто. И Шевченко Александр Федорович в славный Крым. Вот, спасибо, что участвовали в конкурсах, а сейчас будет розыгрыш именно тех, кто выиграл уже в этом конкурсе. Итак, поехали. Я уже забил ссылочку в наш рандомайзер. Сейчас мы нажимаем на эту кнопочку и смотрим, кто же все-таки выиграл. И очередной владелец наклеечек — это Руслан Мамедов. Брат, ты же, насколько я помню, поменял масло в коробку. Зима была. Да, друг, я меняю масло в коробке каждые 60 тысяч. Но, как оказалось, я вливал неправильное масло. И спасибо большое, что вы в ваших комментариях, это видео набрало 65 комментариев. Вы мне подсказали, что я это делаю неправильно. Большое спасибо вам. Итак, следующий обладатель наклеек у нас Руслан Абдулаев. Гипоидное масло можно заливать. А так красное масло тоже льется, но не АТФ. А АТФ ждите стружку и гул механической коробки передач. Но, Руслан, я тебе хочу сказать то, что гула у меня нету, но стружка есть. И многие говорят, что стружка — это в принципе нормально. Ну что ж, попробуем и гипоидное масло. Ну и третий обладатель наших наклеек — Александр Торопчин. Все жидкости в Мерсе желтое, а масло не АТФ, а трансмиссионное 80/90, вязкость тоже, только не красная. Спасибо, Александр. Да, вот видите, вы все советуете мне так, как делать правильно. Я к вам обязательно прислушаюсь. Друзья, ну вот, мы выбрали 3 очередных счастливчиков. Это три последних счастливчика, которые успели урвать наклейки, потому что, к сожалению, уже наклеек осталось мало, и я их раздам на нашей с вами сходке, которую мы сделаем в Минске в конце этого лета. И там вы сможете получить наклейки, либо лично встретив меня где-то в городе нашем. Вот, так что те, кто использует возможности, те, кто следят и досматривают видео до конца, те всегда на коне. Спасибо вам большое. Сейчас мы посмотрим, что же все-таки произошло с Мерседесом, удалось ли мне его починить. Поехали. Ну вот, она уже сделана, и я уже на своем коне. Даже, в принципе, не прошло и суток, ну сколько, прошло часов 14, наверное, и уже я на коне. Ребята из RM Market Opel, несмотря на то, что они продают какие-то странные машины, они сделали свою работу быстро, без шума и пылу. Но вот хочу, чтобы вы обратили внимание. Вот я сейчас как раз таки заезжаю на то место, где у меня вчера рычаг и поломался. Хочу обратить ваше внимание. Вот прямо вот на этом лежачем полицейском у меня вчера рычаг обломался. Этот злополучный полицейский. Сейчас его постоянно буду помнить. Но я хочу обратить ваше внимание. Они мне говорили там какой-то развал сделать. Я говорю, зачем мне развал? Там же он делается по рулевым рулевым наконечником. Они говорят, надо угол кастера выставлять, там регулируются болты, хер его знает. В общем, ну суть в том, что руль, конечно, немножко в сторону. Я вот сейчас по ровной дороге ехал, тут сейчас не будет видно, но руль, если остановиться, он вот так вот ровно машина едет. Вот так вот они сделали. Но я и сам понимаю, что нужно менять уже давно резину. Но сейчас смысла как бы мне делать развал никакого нету, потому что надо просто менять резину. А видите, руль своими какими-то там жизнями живет. Но это же не важно. Машина-то на новом рычаге, на новом
на новой шаровой. Короче, машина полностью сделана, и я точно сейчас знаю, что ничего не сломается, потому что рычаг новый, новые саленблоки и так далее. И давайте же, друзья, все-таки мы с вами посчитаем, сколько это для меня стоило. Может быть, на самом деле, знаете, как говорится, у страха глаза велики, и не все так пасмурно. На самом деле, вчера я прихныл, если честно, ребята, и вот не было абсолютно настроения, но сегодня уже более-менее, я уже на машине приехал прямо к дому. Значит, друзья, ну давайте с вами посчитаем. Итак, услуги эвакуатора $30. Сам рычаг стоил $76. Шаровая стоила $8. Услуги по тому, чтобы забрать эти запчасти, ну, $8 тоже дядьки заплатил. И сам ремонт, друзья, сам ремонт, это снятие рычага, это снятие пружины и так далее и тому подобное, всего лишь навсего $25. Если бы я делал это сам в гараже, во-первых, я бы туда не заехал на заклинившем колесе, а во-вторых, друзья, я бы колупался, наверное, целый день. И это все стяжки, эти все пружины. Просто это интересно, когда ты делаешь это первый раз. Я уже эту работу один раз сделал, я уже прочувствовал, что это такое. Поэтому я принял решение, что лучше я посплю хорошо. Тем более, что сегодня не спал. Вот, поэтому отдал это в Opel. Ну ничего, оказывается, Мерседесы, они умеют чинить. И общая цена составила $152. Да. $152, но зато новый рычаг, новый наконечник. Значит, сам я ничего не делал. Ну и, конечно же, основное это, конечно же, эвакуатор. И то, что я вот эти все нюансы, нужно было напрячь дядю, нужно было напрячь того, кто мне продавал запчасти, самому не спать везде, там бегать несколько раз на СТО, подвозить и так далее и тому подобное. А, еще и баночку мовили я купил и промовилил, там $3. 2,5. Поэтому, ну что, друзья, вот такая жизнь, и получается, что я с этим Мерседесом, ну вот не знаю, как с домашним животным или реально с членом семьи. Вот реально я вам говорю, как с членом семьи. Он заболел, все, надо в больницу, без него никак, и жизнь вообще просто рушится. Ну вот такие мы с вами мерсоводы, такие мы с вами автомобилисты. Конечно, мужик без машины вообще. Кто-то скажет, а нафиг, я поеду там, хай, она где-то стоит там под двором, поеду я на такси. А я, видите, так не могу. Хочу было, чтобы все фэншую. Да, вот должил у бабушки, да, вот должил у дяди, да, купил запчасти в долг. Но сейчас есть возможность быть на коне и отдавать деньги, потихонечку зарабатывать. И вам спасибо, друзья, что вы меня поддерживали. Вот, и, конечно же, без вас бы все пиздец. Я вчера расстроился так, но сейчас вот это все мне уже не надо. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки и увидимся.